RDV. 70 литров финборд. Сейчас буду тестить его первый раз. Тактильные ощущения замечательные. Доска легкая. Я думаю, килограмм, наверное, 5. Закладные стандартные. Сейчас поставлю вот сюда свое любимое крыло ART 39 аксисовское. Интересно попробовать, как работает вот этот скос. По идее, он должен облегчать старт. Вот. Ну и необычно у этой доски то, что у нее есть прогиб такой внутри. Такое не часто встретишь. Я думаю, это что-то значит. Но что это значит, пока непонятно. Закладная под лиш. И вот здесь вот есть такая пробка, которую обычно все закручивают, откручивают. Но здесь она такая, прям стационарная. Это чтобы выравнивать давление при перелетах там актуально или когда доска нагревается. Вот. Также есть закладные под заднюю петлю и под передние под две. Но я петли не использую, поэтому для меня это, наверное, не актуально. Вот здесь плохо приклеено, и здесь пузырь образовался. Видишь? Я вот не знаю, что с ним делать. То ли гнать его сюда к этой дырке, то ли вот проколоть его. Ну, как бы не есть гуд. Но здесь все стандартно. Обычные Т-образные гайки с винтами подходят. Вот так я их загоняю. Ставлю крыло. Ну, поставлю где-то вот посередине. Особо не знаю пока, какие мне комфортно. Настроечки будет. Ну, в центре будет окей. Почему я использую Axis, а не RDB-шное крыло? Потому что сейчас не самые лучшие условия, а RDB, к сожалению, не делает хай-аспектного крыла. Поэтому, когда не идеальные условия, я выбираю не RDB-шные крылья, а именно вот этот Axis 39, потому что благодаря его высокому удлинению это крыло очень хорошо скользит и классно на нем кататься вот по такому чопу, не чопу, волне, не волне. Устанавливаю лиш, потому что без лиша в наших маврикийских условиях лучше не кататься. Потерять доску — плевое дело. Есть ребята, которые предпочитают без лиша кататься, ну, как бы, не вопрос. Я ни на чем не настаиваю. Мое предпочтение — это 9-футовый лиш витой компании «Океан Земля» под коленку. Чем хорош? Когда едешь, у тебя ничего не болтается, лиш лежит здесь, а когда падаешь, он растягивается очень сильно. Вот так. То есть достаточно безопасно получается в замыле, при падении. Доска достаточно далеко от тебя улетает. Ну все, я пошел. Я взял для начала Link 3.1, потому что по ощущениям дует очень бодренько. Вот ребята здесь прыгают на семерочках, поэтому, думаю, проблем не будет. Глубина по грудь. Ну все, можно, наверное, начинать. Сижу, нос всплывает, объема более чем достаточно. Садимся на колени. О, хорошо держит доска. Объем позволяет удерживать мой вес. Так, сели. О, тяги с избытком. Легко поедем. Очень легко отлипла доска. Вернемся к берегу. Развернулись. Идем. Доска легкая, хорошо. Надо ехать на волну пробовать. Здесь все понятно. Здесь все работает. Тестировать на волнах новую доску я отправился на Манаву. Волна здесь сегодня вставала маленькая, но тяги для моего подводного крыла с ультравысоким удлинением было более чем достаточно. Сразу признаюсь, что прикола вогнутой палубы я не понял. Я даже потом специально поинтересовался у производителя, а зачем такая форма-то у палубы. Мне сказали, что профессиональные райдеры говорят, что ноги так устают меньше. Моего опыта катания почувствовать такие нюансы пока не хватает. Ну да ладно, главное, что это никак не мешает, и никаких отрицательных эмоций я от этого не испытываю. Очень удачно установлены закладные под мачту. Получается, что ноги стоят где-то по центру доски. При этом есть запас по коврику как сзади, так и спереди. Коврик приятный на ощупь, не жесткий.
По идее, не должен натирать ноги. Размер доски невероятно радует. При 70 литрах всего лишь 147 сантиметров длины. Это ведь меньше 5 футов. По факту у меня еще никогда не было такого короткого винборда до этого. Какие преимущества мне это даст? Ну, по идее, более короткая доска имеет меньшие шансы зацепиться носом за воду при скатывании с гребня волны к ее подошве. Поворачивать на короткой доске проще и приятнее. Остается вопрос, не помешает ли это быстрому старту. Ведь чем быстрее отлип, тем меньше сил потерял на памперке. Ну, проверю при первом же падении. Так, ну вот первый раз упал. Сейчас попробуем перезапуститься. Сели на колени. Винт над головой. Начинаем разгоняться. Да, четверочка была бы сейчас получше. Поехали. Никаких сложностей. И хотя ветра было немного недостаточно для моего 3-метрового винга, доска отлипла от поверхности воды с нескольких пампов. А легкий старт для меня по факту это самая важная характеристика в доске. И здесь у РДБ твердая пятерка. Погода портится, пора идти домой, на берег. Так. Проскочил Платаруш, ребят. Бодренько достаточно. Она не слушается? Но все равно прямой путь домой через Платаруш. Потому что здесь канал, я его предпочитаю пересекать через Платаруш, а не просто напрямую идти, как многие делают. Я считаю, это ошибка ехать напрямую. Потому что если ветер скиснет, вас утащит в открытый океан. А если здесь скиснет, то можно догрести до берега. О, разогнались и поехали. Вот что значит хай-аспект. Можно ехать по любому чопу. Главное, скорость поддерживать. Ну что, доска мне понравилась. Хорошая. Никаких вопросов к ней не имею. Буду использовать ее для слова ветра. Спасибо за внимание. Пока.